Вот такой планшетик ко мне приехал. Дуги T10+. С неплохими характеристиками, в принципе, за его деньги, которые они за него просят. И, честно говоря, сейчас я протру, чтобы он был такой блестявый, потому что мне вам еще снимать на него обзорчик. И, честно говоря, я был удивлен. Хотя не все характеристики, я считаю, достаточно честны. И не все мне в нем, далеко не все нравится. Но, в принципе, за эти деньги на многое могу призакрыть глаза. Так что на канале Технозон поехали. Начинаем мы с сайта производителя. Сколько он стоит, посмотрим потом. Дуги T10+, и первое тут 10,5 дюймов экран, IPS 2К дисплей. Сейчас мы вернемся к 2К. Unisoc T606 до 20 гигабайтов памяти. Что значит до 20, если здесь 8+7? TÜV световая сертификация, Widline L1 и Android 13. Рассказываю сразу. Unisoc T606. Слабоват проц. В Antutu вы увидите 228 тысяч баллов приблизительно. Батарея 8250 мАh. Отличная батарея. Просто шикарная. Вот 1051 IPS дисплей. Они заявляются 2К, но нигде не пишут разрешение. Потому что разрешение, то что мне AIDA показывает, от 1900 на 1200. Это не 2К дисплей. Вот в чем вопрос. 4 стерео колонки by Hi-Res. И тут вот тоже такой вопрос. Я вам дальше советую вам посмотреть, что с этими колонками, вот как я их оценил. Сейчас не буду говорить. TÜV сертификация очень хорошо. 8 плюс 12 нет. Этого нет. Здесь 8 плюс 7, сразу говорю. То есть 8 гигабайт оперативной памяти можно взять. Ну смотрите, в чем фишка. Вот они говорят 20 гигабайт, 8 плюс 12. Но нет, даже на коробке написано 8 плюс 7, и это 15 гигов. Тоже такой момент интересный, но можно расширить с помощью 256 карточки. Sony 13-мегапиксельная основная камера и 8 мегабайт фронтальная. Камеры на планшетах никогда я не оцениваю вообще как камеры, потому что на них даже при нормальном освещении фотографировать нормально нельзя. Хотите нормально фотографировать, берите зеркальный фотоаппарат. Хотите более-менее фотографировать, берите хорошие смартфоны. Вне смартфонов, вне зеркальных или беззеркальных камер нормальных фотографий не будет. Планшеты такого класса нормально не фотографируют. 7,4 мм. Тонкий, согласен, Widline L1 отлично, у нас 4G LTE есть без агрегации и есть возможность подключать магнитную клавиатуру, есть, ну как они пишут, аккуратная навигационная система, короче, вот такие вот дела. Насчет дисплея. Опять же, 2К дисплей, но при этом разрешение 1920 на 1200. Это как? Что значит 2К дисплей? Пиковая яркость 360 нит, маловато, но за эту цену ладно, пойдет. Что значит 2К дисплей? Не очень понимаю. 2К это 2560 на 1440. Где здесь 2560 на 1440? Ладно. Динамики Hi-Res отдельная тема для разговора. Ну и вот это вот 8 плюс 12 не понял, потому что я даже в настройках покажу, нету там 8 плюс 12, там есть 8 плюс 7. По батарее вообще согласен. Они заявляются 441 час в стендбай, 15 часов проигрывания музыки, 17,5 часов звонков, 7 часов просмотра видео и 6 часов веб-браузинга. 18 ватт быстрая зарядка. Зарядка действительно быстрая в комплекте, покажу уже, когда будем на распаковочке. Ну и по процессору то уже такое дело. Вы увидите все тесты, что я на нем делал, во что играл уже в самом обзоре. То есть на самом деле за эти деньги, а вот какие деньги, смотрите, $178 на текущий момент. И за $178 он в 3 цветах, я вам закинул вот эту в описании под видео ссылку. Еще можно добавить клавиатуру и будет 223 бакса, то есть он может идти с клавиатурой. Это в принципе неплохой вариант, даже несмотря на все те недостатки, которые я вам скажу. Кстати, здесь уже опять пишут 2К и 8 плюс 12. Вот какого непонятно, но сам факт есть. Хорошо, ребят, вы видели проходочки, вы видели все красиво. Мы переходим, скажем так, посмотрим комплектность, поиграем, потестируем мультимедиа и, конечно же, основные тесты. Ну а потом сделаем вывод. Короче, планшет приехал, и я его открыл. Как мы видим, он сразу у нас в чехле. Вот он чехольчик, сзади он прозрачный. Дуги. Есть у нас надпись Hi-Res. Я сейчас сниму сам по себе чехол. Чехол ничем не примечательный, но очень хорошо, что он есть. У него по краям уплотнения, которые позволяют у нас избежать
травм, скажем так, планшета при падении. Сам по себе планшет металлический, с таким вот отливом красивым. То есть здесь металл, конкретно металл холодный, здесь, по-моему, пластиковая вставка. А сзади есть камерка, спереди вот такой вот экранчик, он очень-очень тонкий. Есть возможность поставить на док-станцию, по бокам у нас 4 динамика, то есть они заявляются здесь о high-res звуке и получили даже сертификат на это. Сверху кнопка включения-выключения, качельки громкости, здесь вставки под антенки, чтобы вы понимали. Снизу Type-C, еще 2 динамика и вот такая вот у нас, вот такой вот разъем для карточек. Сверху камера еще есть, фронталочка, не знаю, видно, не видно, но вот такой вот у нас прикольный, скажем так, экран. Смотрите. Вот он по углам, чтобы вы понимали. Экран достаточно яркий. Если делаю максимальную яркость, то у нас уходит в пересвет на съемке. Поэтому приходится понижать, чтобы вам было комфортно смотреть. Что в комплекте? Сейчас коробочку возьмем. Кстати, у нас, вы видите, прям вот заявлено, что здесь high-res аудио и значок вот этот вот сертификация. И сертификат TÜV. Для глазок очень хорошо. Смотрите. Скрепка. Есть у нас зарядка дуги. Я ее не достаю, потому что я использую югриновские зарядки. Зарядочка 20-ваттная. Есть у нас в комплекте инструкции. Type-C кабель. Обыкновенный Type-C кабель. Есть вот такая вот скрепочка. Скрепочка нам пригодится, потому что нам нужно вставить карточку. За комплект, в принципе, плюсик. Карточка есть, лоточек под сим-карты, либо 2 карточки, либо 1 карта и карта microSD. В принципе, можно расширить память, хотя здесь 256 гигабайт. Сейчас поставим карточку, мы должны понимать, здесь же 4G заявляются. Все же должно быть красиво. Вообще, я думаю, нам нужно одеть вот этот вот чехольчик. Оценивать будем в чехле. Слушайте, чехол прикольный. Вот за чехол спасибо, реально. Так, мы вставили. Я вижу надпись LTE. Ни 4G+, ни LTE+, нет. К сожалению, здесь нет агрегации. Сам по себе планшет имеет очень такой быстрый интерфейс, несмотря на вот этот вот достаточно слабый процессор, но при этом работает живенько. Если мы пойдем с вами в AIDA 64, посмотрим технические характеристики. Так, карточка сработала, то это Дуги T10+, UMS 9230 платформа, это плата, и есть у нас 8 гигов базовой памяти на 256, Bluetooth 5, центральный процессор это Unisoc Tiger T606, 6 ядер Cortex A55 по 1,6 ГГц, 2 ядра Cortex A75 по 1,6 ГГц, 12-нанометровый проц, при этом еще и 64 бита. За отображение у нас отвечает Mali G57, не самый лучший ускоритель, но не самый худший. У нас есть Connect в 433 мегабита, проверим фактически. По батарее 8250. Вот, кстати, батарея очень хорошо. Я вчера тестировал, играл, и у меня осталось там 70%. Это очень-очень неплохо, при том, что вот, максимально на что мне хватало, это до 2 суток такого активного использования. Android 13, доступа к температуре нет, к сожалению. Из кодеков у нас из современных AV01 есть, это очень хорошо. В принципе, можно даже на 4G смотреть там ютубчик в высоком качестве, будет нормально через AV01 ужимать трафик. По мощности данного планшета в AnTuTu он набрал у нас, вот так вот легче, да, 228 810. Была изначально пленка на экране, снял, потому что она взялась пузырями. За это минус, сразу говорю. Мультитач у нас показывает 10 нажатий, что в принципе у нас стандартный показатель уже для каких-то там планшетов. Если брать тесты в игровой производительности, то по результатам у нас iStorm Extreme 9904 балла, максимальный iStorm Unlimited, Wildlife 422, Slingshot Extreme 949, Slingshot простой 1417 и Wildlife Extreme 101. Что я вам могу сказать? В Вулкане играть будет тяжеловато, то есть здесь нормальной производительности не будут, чего-то там можем поиграть именно в OpenGL ES 3.1. В самих настройках найти что-нибудь внестандартное, такое нестандартное
достаточно тяжело. Есть у нас система, есть... Единственное, что мы можем в Memory Expansion включить, добавлять 7 гигабайт. Ну, пока мы не будем, потому что 8 хватает абсолютно для всего. Если вам будет чего-то не хватать, то плюс 7 можно заделать до 15 гигов. В принципе, нормально будет. В самом разделе экран мы видим, что у нас все абсолютно типичное. Автоматической яркости нет. Можно включить режим защиты зрения. Вот этот вот режим защиты зрения как раз и прошел TÜV сертификацию на фильтр синего цвета. Конечно же, мы должны сделать с вами тротлинг-тест, дабы убедиться, что нет у него никаких провалов. Ну, само собой, здесь нет доступа к температуре. Это и плохо, и хорошо. Потому что хорошо, когда не начинаешь там параноить по этому делу. Плохо, что мы не видим, что у нас получилось. Стартуем и посмотрим, что у нас получится. Пропуск тактов мы увидим в любом случае, если они будут. Оба-на, все закончено. И вы знаете, это не очень плохой график, вернее, он очень хороший, потому что вообще никакого термального тротлинга не замечено. Несмотря на то, что здесь нет доступа к температуре, его можно определить по пропуску тактов. Максимальный джипс у нас 118-633, что в принципе, да, является таким мега бюджетным процом. На обновление здесь на систематические не стоит надеяться, но сам факт того, что он действительно работает. Из системных тестов я могу еще протестировать, конечно же, сами сетевые возможности. Тестируем Wi-Fi 5 ГГц. И это у нас там ни много ни мало под 300 гигабит. 280, 290, да, под 300 гигабит. И это нормально для Unisoc процессоров. В принципе, очень даже неплохо. Я вам скажу, это не самые худшие показатели для такого рода устройств. То есть этого хватает для всего мультимедиа, для любого там момента при использовании планшета. Переключаемся на 2.4. Давайте включим интернет. Переключимся на 2.4. Потом еще должны протестировать. Все подключено, отлично. Должны потом еще протестировать с вами 4G. Но здесь 4G у меня будет очень слабый, потому что я нахожусь сейчас в бронированном помещении, грубо говоря. У меня все зашито сталью. 41 мегабит на загрузку и 45 на выгрузку. Это нормальный средний показатель, даже чуть выше среднего для 2,4 ГГц Wi-Fi в таком типе устройств. Кстати, LTE, ну LTE нет. Сейчас выключим Wi-Fi. Так вот, Wi-Fi выключили, оставили 4G. Стартуем. Ну, здесь у меня такой будет результат, я уже объяснял почему. Для меня это еще хороший на смартфоне, он будет чуть выше, около 25-30 мегабит, потому что там есть агрегация. Здесь агрегации нет, но в принципе 12 мегабит для мобильного интернета внутри, допустим, помещения, которое заколочено металлом, очень даже неплохо. То есть 12 на 24. В принципе, 4G работает. Но мы должны были подтвердить его работоспособность. Не будем на этом заострять внимание и подключим Wi-Fi обратно 5 ГГц. Ой, да, 5 ГГц. Из того, что мы здесь делали, конечно же, есть у нас мультимедиа, где мы можем смотреть какие-то 4К ролики на таком-то экране. Да, там, это далеко не 4К экран, к сожалению, но вот так вот. Сейчас мы будем оценивать с вами звук. Сейчас мы выставим, смотрите, что мы делаем. Мы выставляем качество разрешения 1080p и добавляем звучок. Воу! Звук громкий. 4 динамика, это удобно, потому что если вы, допустим, играете и закрыли 2 динамика, то на 2 еще. Не хватает басов, я не думаю, что это хай-рез звук именно через колонки, возможно, он будет через наушники. Но звук не басист, далеко не басист. Сейчас посмотрим конкретно, у меня тут есть... Ну нет, басов вообще нет. Вообще нет никаких басов. Сейчас выберем качество. Максимально, что он может декодировать в YouTube, 1080p 60 Гц. Сейчас он переключит. Да, басов нет, очень-очень слабые басы. Это я катался по Германии,
такое, знаете, очень красивые места. Это в горах катался. Кстати, такое было. Не, нормально. То есть смотреть видео на ютубчике можно очень даже запросто. Смотрите, какая там красота вообще. Так, выходим. Что еще из мультимедиа я здесь делал? Честно вам скажу, смотрел сервис VidTV. И в принципе никаких вопросов у меня тоже с IPTV не вызвало. Давайте я сделаю потише, для того, чтобы не этот. Звук слабый, сразу говорю. То есть тут нужно либо смотреть с наушниками, если хотите что-то басистое, но с IPTV, вот пришло сообщение, с IPTV вообще вопросов нет, как в принципе и со стриминговыми сервисами. Давайте мы выберем с вами фильм. Ну, сейчас фильмы. Любой стриминговый фильм у меня не вызывал проблем в просмотре. То есть в качестве Full HD, вот сейчас вот я выбираю качество Full HD. Леш, можешь показать там маленький кусочек видео, то есть воспроизводит отлично. И вот этих 5 ГГц хватает с головой. Ну, сейчас звук мы добавим. Да, басистости не хватает. Мистер Соліс, ви налякали мене? Чому цей кущ досі тут? Басистости очень не хватает. Ладно, давайте мы сейчас с вами посмотрим еще камеру. Камера в планшетах, оценка камеры — это самое хреновое, что можно делать, потому что камеры слабы в планшетах априори. Мы делали некоторые фотографии, некоторые, ну, вот это при очень хорошем освещении. Камера мыла, и она подходит лишь для, допустим, ну вот смотрите, то есть это камера при хорошем студийном свете. Ой, верните мне. То есть это какое-то... Да, блин, надо как-то изменить чуть. Это какое-то чуть мыльное действие, то есть есть у нас смазывание. Я не скажу, что это топ-камера, это для фотографий больше документов. Честно говоря, впечатлеть какие-то моменты более тонкие. Смотрите, оно просто-напросто мылит. Нет, я честно вам скажу, камера мне не понравилась. Я выложу вот эти вот оригиналы сэмплов, я специально делал, а вот это вот... Да не, все равно, видите, смазывается нитка. Нет у нас здесь хороших... Подождите, до конца сейчас проклацаем. Вот, фронталка. Фронталка вообще в синеву уходит. Поэтому, честно, фронталка вообще нет. Если посмотреть на сами настройки камеры, то у нас тут есть и замедленная съемка, и таймлапс. Хотя на таких моментах, я думаю, что нет смысла. Есть ночная съемка, QR-коды, считывание и аудио-фото. В разделе видео он может снимать у нас, смотрите, в настройках, если мы выберем, размер видео, сейчас посмотрим, FHD 30 Гц, тоже на это я не обращаю внимания, камера мне не понравилась, хотя в планшетах камера для меня вообще не основное. У нас остается оценить игровые возможности данного планшета, что мы в принципе и сделаем. PUBG. Мы играем в PUBG. Кстати, если кто не знал, я на Твиче шпилю в PUBG и в некоторые другие игры. Давайте, там ссылки в описании под видео есть на Twitch. Заходим. Иногда очень интересные катки. Можете интересные моменты мои посмотреть. Я там обычно играю один против команд, кстати. Мобильный PUBG не очень люблю. Но слушайте, побегать можно. Ну, сейчас посмотрим. Ах, блин, настройки, мне надо увидеть, твою мать. Сейчас вернемся в настройки. Так, звук сейчас включим. Так, настройки графика звук. Он дает высокую частоту кадров, хотя здесь 60 Гц, о какой высокой частоте кадров может идти. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, ну давайте прыгаем. Обычно оценивать PUBG и мобильный я начинаю при полете вот через облака, когда вот туман, облака. Если нет фризов, то в принципе во что-то поиграть можно. Здесь эта возможность есть благодаря Mali G57. Это, ну, скажем так, не самый плохой видеоускоритель, скорее очень бюджетный. Но он дает возможность даже в паре с таким процессором, как Unisoc T606, во что-то поиграть. Играть здесь, например, в Genshin не получится ни при каком раскладе. Это вы должны понимать. Ну давай. Как я не люблю играть на планшетах. На смартфонах еще куда ни шло. На планшетах это просто печаль. Давай. Слушайте, экран достаточно неплох.
хотя мне неудобно. Неудобно, потому что я кнопку расположил под смартфон. Я тестировал игру на смартфоне, у меня осталась такая вот раскладка по... А здесь надо чуть ярче делать. Вот здесь надо чуть ярче делать. Сейчас посмотрим. О, так вот лучше. Так, что мы там берем? Пламегаситель. Давайте все заберем. Потом... Чего? Хватит орать. Так, что могу сказать? Сейчас попробуем поцелить. И пострелять. Я просто обычно так вот играю. Поэтому у меня кнопочка здесь расположена. Слушайте, ну играть-то в этом можно. Он практически не греется. Нагрева под экраном нет. Нагрева, ну тут в принципе этот проц не греется. Даже несмотря на то, что он 12-нанометровый. Тут есть как есть. Да не, ну суперово. Кстати, звук для игр неплох. Хлесткий, и даже при отсутствии басов можно нормально заморочиться. Слушайте, ну хорошо. Давайте адреналинчик. Хорошо. I need a weapon. Да все мы поняли, что там тебе I need weapon. Все, с этим ладно. Давайте попробуем еще игрануть, например, World of Tanks. В серьезные игры здесь играть нельзя. Это я говорю сразу. Вот такого уровня игры, как World of Tanks, вполне пойдет. Итак, сейчас оценим FPS. Ну, на стартовые мы не ориентируемся. Базовые 60. Ой, слушайте, а хорошо работает. Хорошо работает. Очень даже неплохо. Правда, мне неудобно. Большой сильно планшет. Ну ладно. Да, великоват экран. Я вообще не привык. Чуть-чуть вот больше десяточки. Тут, при том, что совсем не намного больше десяточки. Но уже... А где? Кто тут меня целит? Сейчас мы вам, блин, натянем глаз на причинное место. А ну давай, иди сюда. Блин, можно играть, но неудобно. Чуть-чуть большой экран. Есть, пробел. Давай чуть-чуть сдвинемся. Но! Сука. Ой. Нельзя матюкаться. Давай. Слушайте, можно играть? Можно. Давай еще разочек. Да твою мать. Давай, 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 давай. Акела просто снайпер. Акела промахнулся. Давай, добьем уже тебя. Я его не слил. Короче, ребят, нормальный вариант. Нормальный вариант. Нет нагрева, 60 FPS держит. Это средние низкие настройки. Сразу говорю, другого не будет. Я могу попробовать еще, например, Asphalt 8. И тут уже, в принципе, можно еще COD Mobile попробовать. Ого-го-го. Да нет, тут вообще вопросов не должно быть. А здесь, кстати, звучок нормально играет, но не басистый. Громкий, но не басистый. Давай. О! Вот это я люблю так поиграть, я вам серьезно говорю. Акселерометр есть, нормально. На, держи. Обожаю асфальт играть на планшетах, на больших. Знаете, такое, именно как за руль держишься. Поехали. Да, отлично работает. Не скажу, что сильно плавно. Все-таки Mali G57, но можно играть. Давай, 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 давай. Прикольно, прикольно. Пойдет, 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 совсем пойдет. Так, ладно, ребят, буду проходить, вы увидели, в принципе, игр. COD Mobile тоже отлично идет, не хочу на это тратить времени. Хотя слабоват планшет, но что-то на нем мы сделать можем. И ютубчик посмотреть, и киношку, и даже поиграть в некоторые игры. Проходим, резюмируем. В качестве выводов скажу, за 178 баксов можно брать. Вот можно брать. А вас я прошу в комментах посоветовать, какой планшет вы советуете брать вместо вот такого планшета, потому что я тут обозревал уже некоторые китайские планшеты еще, и там были достаточно неплохие варианты примерно за те же самые деньги. В общем-то, неплохой вариант за эти деньги, в принципе свои функции выполняет, ну все я в процессе обзора вам сказал. С вами был Bubble на канале Технозон, пока.